Добрый день. Начинаю новую рубрику Python в вопросах и ответах. Буду записывать видео по 50 вопросов в каждом, в которых буду отвечать на вопросы и объяснять их суть. Для этого буду использовать бесплатную программу интервального повторения Anki. Я создал 50 вопросов, и сейчас буду на них отвечать. Поехали. Так, с помощью какой команды Python можно получить первый символ строки? Ответ такой. Индексация начинается с нуля, поэтому word от нуля. Можно проверить это в интерпретаторе. Так, вот он вывел первый символ. Да. Дальше. Как называется функция на языке Python, с помощью которой можно получить длину строки? Это функция len. Так. Если у нас есть строка, то можно получить ее длину с помощью такой функции. Результат 4. Дальше. С помощью какой команды можно выйти из интерпретатора Python? Это команда quit. Так. Опять его запущу. Здесь отвечу. Чему равен по умолчанию опущенный последний индекс в разрезе строки? По умолчанию он равен длине, размеру строки. Да. Так. Срез строки от 4-го символа до конца. То есть получается 2 символа. Дальше. Какая escape последовательность Python означает переход на новую строчку? Такая же, как и во всех остальных языках. /n. Пример. Escape последовательность /n и вторая строка. Так, эта последовательность сработала. Хорошо. С помощью какой команды Python можно получить символы строки, начиная с предпоследнего до конца строки? С предпоследнего это значит с -2. И второй индекс можно опустить, он равен длине строки. Так, проверим в интерпретаторе. С предпоследнего -2. Так, да, последние 2 символа. С помощью какой команды Python можно получить символы строки, начиная с 4-й позиции до конца? Так, начиная с 4-й до конца. Вот так. Так, уже есть у нас. Это то же самое слово. 4-я позиция, 0, 1, 2, 3, 4. Вот она. 4-я начинается с О. Так, с помощью какой команды Python можно получить путь к текущему файлу с исходным кодом? Это команда sys argv от 0. Это аргументный список аргументов командной строки. И, соответственно, первый аргумент отвечает за как раз путь к текущему файлу. В интерпретаторе
там никакого файла нету, поэтому там выведет просто пустую строчку. Можно попробовать. Вот. С помощью какой команды Python можно получить последний символ строки? Это просто -1. Так, -1, правильно, n. С помощью какой команды Python можно получить 5 во второй степени? Вот такая команда. Два знака умножить. 5. 25. Ну да. С помощью какой команды Python можно объявить список с именем А, содержащий элементы 1, 2, 3? Список — это квадратные скобки. Вот такая команда. Вот. Можно ли в Python изменять символы в строке? Нельзя. Но хотелось бы. Ну, то есть, если у нас есть строчка, то есть хотелось бы так сделать, а от 0 там равно какому-то другому символу. Но так делать нельзя. Появляется ошибка. Строка не поддерживает присваивание. С помощью какой команды Python можно присвоить переменной white в значении 20? Так же, как и во многих языках. Так. Это в Паскале там немножко другой знак. Так. Ну да. С помощью какой команды можно вывести строку doesn't в интерпретаторе Python, не используя escape последовательность? Так. Сначала тут отвечу. Просто используя двойные кавычки, а внутри одинарные. Так. Так, без всяких escape последовательностей. Вот. С какого символа в Python начинается escape последовательность? Символ такой. Так, какой знак используется в Python для присваивания значения переменной? Знак равно. С помощью какой команды Python можно получить список, содержащий 3 последних элемента списка? 3 последних, это значит -3 до конца. Сейчас проверим. Ну вот, 3 последних элемента. С помощью каких знаков интерпретатор Python говорит нам, что он ожидает ввода команды? 3 знака больше. Вот эти знаки. Значит, он ожидает ввода. Чему равна длина разреза строки? 2 символа. Так. Там word определена. Угу. Длина этого 2. Какой тип имеют вещественные числа в Python? Тип float. Например, если a равно. То есть вещественные числа, они пишутся через точку. Можно проверить тип любого объекта. Тип float.
С помощью какой команды Python можно задать кодировку файлов Windows 1252? Такая команда. С помощью какой команды можно из командной строки запустить интерпретатор Python, который бы выполнил какую-то команду? Так, я выйду из интерпретатора. То есть вот у нас командная строка Windows, и нам надо запустить интерпретатор Python и выполнить там команду какую-нибудь. Вот пишем параметр c и дальше команду. И вот он сразу выводит результат и потом закрывает этот интерпретатор. Так. Хорошо. С помощью какой команды Python можно получить первый элемент списка? Просто с индексом 0. Ну вот, первый элемент. С помощью какой команды можно вывести строку doesn't в интерпретаторе Python, не используя двойные кавычки? То есть надо использовать escape последовательность. Так. Вот это значит будет кавычка. Это escape последовательности. Так. Ну, он преобразует в двойные кавычки, и, соответственно, тут одинарная кавычка. Так, если в Python есть два списка, то что вернет команда их сложение? Ну, просто будут все элементы сначала из первого списка, потом из второго. Ну, что логично. Да? Вот, просто по порядку. Какие символы интерпретатор Python печатает для строк продолжения? Это 3 точки. Что такое строка продолжения? Так, например, А равно 5. Мы делаем проверку, например, если А больше 0. Так, и вот он печатает 3 точки. Строки продолжения. Что-нибудь. Вот. Такая штука. Дальше. Какой тип данных возвращается в Python при делении? Тип float. То есть, даже если делится нацело, например, 15 на 5, все равно будет тип float с точкой, а не int. Если в Python список такой, то что вернет команда? Следующее. Она просто вернет весь этот список. Потому что по умолчанию, если опущен первый индекс, то это 0. Если опущен второй индекс, то это длина этого списка. Вот. Ну, тот же самый список, да. Что будет результатом выполнения команды? Ну, просто Python склеит две эти строчки. Без всякого знака плюса, кстати, между ними.
Вот. С помощью какой команды Python можно получить предпоследний символ строки? Последний это -1, а предпоследний это -2. Сейчас покажу. Вот предпоследний. Какой тип имеют целые числа в Python? Тип int. Равно 5. Int. С помощью какой команды Python можно задать комплексное число с вещественной частью 3 и мнимой частью 5? 3 плюс 5 g. Такая команда. Ну вот, комплексное число так задается. С помощью какой команды Python можно получить целую часть от деления 17 на 3? Так, два вот таких слэша. Так, получится число int всегда в результате. То есть 5 и 3, 15, целая часть отделения. То есть целая часть. Дальше. Какие виды кавычек разрешены в Python? Это двойные кавычки и одинарные. Так, да, двойные или одинарные. То есть двойные либо одинарные. Все одинаково. Никакой разницы вообще нет. С помощью какой команды Python можно получить последний элемент списка? Последний это -1. Ну, так же, как и в строке. Как называется следующая структура данных в Python? Это список. С помощью какого оператора в Python можно произвести повторение строки? С помощью оператора умножить. То есть, например, пишем так. Строчка. Соответственно, 3 раза ее повторяем. Что нужно поместить перед строкой в Python, чтобы символ слэш не интерпретировался как специальный символ? Букву R. Сейчас покажу пример. Если мы, например, печатаем какой-нибудь путь, вот, тут это слэш n будет интерпретироваться как перевод строки. Вот. Чтобы этого избежать, нужно перед началом строки поставить r. Ну и тогда он распечатает как правильно, как надо. Дальше. С помощью какого оператора в Python можно произвести конкатенацию строк? Это плюс. То есть, если одна строка равна так, вторая строчка плюс, просто их склеит. Вот. С помощью какого символа в Python начинается однострочный комментарий? Это решетка. С помощью какой команды Python можно получить остаток отделения 17 на 3?
Это процент, как и во всех языках. Какой переменной в интерактивном режиме Python присваивается последнее напечатанное значение? Так, сначала отвечу. Это символ подчеркивания. Пример. Например, делаем какие-то операции. Вот, и нам надо, например, распечатать еще раз последнее напечатанное значение. То есть печатаем просто символ подчеркивания, и это 18. Можно, например, это умножить на что-то другое. Вот. И получится результат этой операции. Какая кодировка исходных файлов Python по умолчанию? Это UTF-8. Я бы не рекомендовал ее менять. С помощью какой функции Python можно распечатать строку? Это print. Я уже показывал примеры. Вот. С помощью какой команды Python можно получить список аргументов командной строки? Вот такая команда. В интерпретаторе никаких аргументов нет. Но если бы они были, то, соответственно, так можно было бы их получить. Список пуст. Какой индекс имеет первый символ в строке в Python? Это индекс 0. С помощью какой команды Python можно получить первый и второй символы строки без запускания индексов? Так. То есть вот последний индекс, он не входит. Будет напечатан только выведен нулевой и первый. Нулевой и первый, то есть второй не входит никогда. С помощью какой команды Python можно получить символы строки, начиная с начала строки до второго символа? С начала строки мы опускаем и до второго. Так. Ну, пример аналогичный, который был. Просто другой способ получения того же самого. С помощью каких символов Python можно напечатать несколько строк одной командой? Это 3 символа кавычки двойные или 3 символа одинарной кавычки. Сейчас покажу. Так, ну, какая-то первая строка. Вот так далее. Потом делаем кавычки и закрываем print. Вот. Чему равен по умолчанию опущенный первый индекс в разрезе строки? По умолчанию это 0. Это я уже показывал пример. По умолчанию 0. Так, ну все, я закончил. 50 вопросов. Спасибо, что смотрели данное видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До скорого.